Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами тремя замечательными рецептами маринада для шашлыков. На мой взгляд, они все очень удачные. Рекомендую их попробовать. Каждый со своей изюминкой. Уверена, с этими маринадами шашлыки у вас будут самые вкусные. И если вам интересна эта тема, у меня есть еще много рецептов. Пишите, я сниму видео. Если вы готовите шашлык из свинины, рекомендую использовать свиную шею. Именно из нее шашлык получается самый сочный и вкусный, потому что в шее есть жир. Для шашлыка я режу мясо довольно крупными кусками, чтобы оно получилось сочное. Сегодня я покажу несколько маринадов. Все маринады показываю из расчета на 1 килограмм мяса. Для первого маринада мне понадобится лук. Режу его полукольцами. У меня такие 4 небольшие луковицы. Вообще для маринада чем больше лука, тем лучше. Тем мясо получится более нежное и мягкое. Лук перекладываю в миску. Режу пучок петрушки. Также отправляю в миску. Теперь я добавляю соль, причем соль я добавляю не очень много, потому что свинину лучше всего солить в конце, когда она уже промариновалась и фактически перед тем, как вы ее будете жарить. Тогда она будет более сочная. Но здесь соль нужна для того, чтобы из лука хорошо выделялся сок. Добавляю черный перец, также я добавлю сок примерно половины лимона. Пол столовой ложки сахара. И 1 лавровый лист. Теперь надо очень хорошо все помять руками, чтобы из лука начал выделяться сок. Посмотрите, уже сколько сока здесь образовалось. Это сок с лука. Также я сюда добавляю 2-3 столовые ложки простой кипяченой холодной воды. Можно добавить минеральную воду, если хотите. Это даже еще лучше. Но у меня сейчас под рукой не оказалось минералки, поэтому добавляю просто воду. Ну и теперь в этот маринад отправляем мясо. Хорошо перемешиваем. Оставляем постоять минимум часа на 3. А если он у вас всю ночь постоит в холодильнике, это будет просто бомбический шашлык. Для следующего маринада мне также понадобится лук. Режу его полукольцами. Берите 4 средние луковицы, либо 2 большие. Также в этот маринад я добавляю 2 зубчика чеснока. Режу их крупно. Перекладываю лук и чеснок в миску. Добавляю немного соли. Опять-таки я не добавляю всю соль. Досаливать мясо я буду уже в конце, перед тем, как его жарить. Добавляю черный перец. Чайную ложку кориандра, чайную ложку паприки и буквально четверть чайной ложки куркумы. Добавляю пол столовой ложки сахара. Хорошо мну руками лук, чтобы выделился сок. Теперь добавляю 150-200 граммов густого кефира. Я использую греческий. Немного перемешиваю. И отправляю в маринад мясо. Хорошо перемешиваю. В этом маринаде мясо также должно стоять минимум 3 часа, а лучше всего ночь. И для моего третьего маринада также понадобится лук и чеснок. Режу лук и чеснок так же, как и для предыдущего маринада. Перекладываю в миску. Добавляю немного соли, черный перец, сахар, пол столовой ложки. Также я добавляю сушеный тимьян. Этот тимьян я сушила сама, примерно 1 чайная ложка. И также здесь у меня засушенные веточки розмарина. Добавляю несколько веточек, примерно тоже получается 1 чайная ложка. Розмарин как иголочки. Этот розмарин я также сушила сама. Кстати, если вы сушите тимьян и розмарин сами, они, конечно, получаются намного ароматнее, чем в магазине. Хорошо мну руками лук, чтобы выделился сок. Как видите, принцип фактически везде один и тот же. Надо добиться, чтобы из лука выделился сок. Наливаю сюда примерно 150 мл хорошего красного сухого вина. Добавляю мясо и хорошо все перемешиваю. Оставляем мариноваться. Друзья, все 3 рецепта заслуживают вашего внимания. Рекомендую их попробовать. И обязательно пишите в комментариях, какой рецепт маринада вам понравился больше. Я желаю всем самых вкусных и ароматных шашлыков. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях.
Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!